нашего семинара «Нектар преданности». И спасибо вам за ваше внимание и присутствие. Начнем по традиции с посвящения 6 Госвами Вриндавана. Nana Shastra Vicharanai Kalipano Saddharma Samstapako Lokanam Hitakarino Tribhuvane Manyo Sharanya Karo Radha Krishna Padaravinda Bhajana Nandena Mataliko Vande Rupa Sanatana Raghuyago Shri Jiva Gopalako Vande Rupa Sanatana Raghuyago Shri Jiva Gopalako. I offer my respectful obeisances unto the 6 Goswamis. Я в глубоком почтении склоняюсь перед 6 Госвами, Шри Санатаной Госвами, Шри Рупой Госвами, Шри Рагунатхой Бхаттой Госвами, Шри Рагунатхой Дасом Госвами, Шри Дживой Госвами, Шри Гопалой Бхаттой Госвами, которые досконально изучили богооткровенные Писания, чтобы на благо всех людей утвердить вечные принципы религии. Почитаемые повсюду в 3 мирах, они — истинное прибежище для каждого, ибо всегда пребывают в настроении гопи и заняты трансцендентным любовным служением Радхе и Кришне. Nama Om Vishnupadaya Krishna Presta Bhutale Shrimati Bhaktivedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharane Nirvishesha Shunyavadi Paschachadesha Tarane Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivas Adi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vanchakapatarubyas cha kripa sindhubhya evacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. So, Hare Krishna, devotees. Харе Кришна преданные, внимание, говорит и показывает Вриндаван, говорит и показывает Дурба. И сегодня вечером мы продолжаем изучать Нектар преданности, 11 главу, которая называется «Аспекты трансцендентного служения». Первая анга под номером 47 в общем списке, но первая в 11 главе называется «Служение». Немного сложная для понимания мысль озвучивается здесь, конечно. Не совсем может быть то, что мы ожидаем в общем и целом. Но Шрила Прабхупада начинает развивать свою мысль в первом параграфе описанию мнения карме, людей, действующих ради наслаждения труда, служением называется принесение в жертву плодов кармической деятельностью. Но ачарьи, вайшнавы, Рупа Госвами и другие считают, что положение слуги подразумевает постоянную занятость тем или иным служением Господу. Is not specifically pointed out here clearly, although one might well pick it up by just reading carefully. В полной мере сразу же суть этой анги, но вскользь затрагивается основное понимание. Существует описание 2 видов служения.
two types. Два вида The first, служения. just at least in technical terms, Первый вид Sanskrit с технической точки language, зрения is called на санскрите karmarpanam. называется Karma, of кармарпанам. course, meaning Карма, конечно же, work, означает generally. труд, Karmarpanam, which means кармарпанам, basically что означает, offering по one's сути, activities, предложение to the той Lord. деятельности, которую ведет And тот then there's человек a second в качестве variety, жертвы and Верховной the Личности Бога. technical И Sanskrit term is второй вид служения на санскрите называется it's sort of карьян. based on the term kinkara, which По we сути, came across является earlier, if you remember, продолжением санскритского in термина, the который мы very упоминали ранее, beginning of the кинкарам, description в of самом начале Vaidhi-sadhana bhakti, описания Вайди what was said to Садхана-бхакти be, you встречался could say, этот like термин. the main rule. В самом начале описания Main основных Always правил. remember Krishna, Помните, never да? forget Всегда Krishna. помнить the о other Кришне и никогда не rules, забывать о нем. Это основной They принцип. are А все остальные принципы kinkarans. являются They're кинкеры. friends. Кинкерами. Kinkara means Они friend, кинкера значит but in the mood of друзья. service, Друзья, like a пребывающие в lower-level настроении friend. служения. Yeah. So kankaryam Поэтому means канкарем serving означает in the служение mood в of a настроении personal attendant. личного And although this присутствия. is not specifically pointed out so Хотя clearly здесь непосредственно in об the этом text here, but we'll show you, and I четко think не you'll get the говорится, idea. но я думаю, что вы So, okay. уловили So now эту the мысль. first, well, what is it now? What would you say? It's paragraph 2, basically. Во втором параграфе Paragraph 2 is talking about the говорится first type of о servitorship, первом виде служения кармарпана. Karma, of course, meaning Карма, конечно же, generally meaning at означает least в one's material в смысле duties. материальные arpana. обязанности, а And if you арпаны, не remember знаю, the term помните ли arpanam from вы Bhagavad такой Gita, термин means to арпанам из offer. Бхагавад-гиты. To offer. Этот термин означает предлагать. Yeah, so karmarpanam, offering Кармарпанам one's activities, предложение one's duties, like that. того или иного вида деятельности, Yes. которым занимается тот или иной человек в качестве жертвы Верховной Личности Бога. И как говорит здесь Шрила Прабхупада в первом параграфе, что существует некое разногласие относительно понимания понятия служения. Что же это такое на самом деле? В карме утверждают, смысл служения заключается в принесении в жертву плодов кармической деятельности. Но ачарьи, вайшнав, такие как Рупа Госвами, считают, что положение слуги подразумевает постоянную занятость. Он говорит именно постоянную, тем или иным служением Господу. Но во втором большом параграфе Шрила Прабхупада, по сути, объясняет оба этих вида. И на самом деле с некой долей акцентирования он обращает наше внимание именно на первый вид служения, несение плодов кармической деятельности, что, в общем-то, до определенной степени допускается, включает в себя понятие служения в сознании Кришны, потому что служение
Шрила paragraph. Прабхупада So достаточно Skanda обширным Purana, образом Skanda раскрывает Purana's это понятие во authoritative. втором параграфе And и it says, рассказывает right о at the том, beginning of как that в Сканда paragraph, Пуране those who are говорится, attached to что те, ritualistic кто привязан к activities обрядовой means деятельности, 4 materialistic общественным activities укладам and varnashram, и 4 укладам they can be considered духовной devotees. жизни This считаются is an преданными. opinion Да, то есть это from точка Skanda зрения, Purana. это And of course, мнение, Skanda озвученное в Purana, Сканда Пуране. it's Purana. Сканда Пурана So, you know, you can't является Пураной, have поэтому can't be too skeptical about the Skanda Purana. нельзя ставить под сомнение So, but then Prabhupada Сканда Пурану. expands the point Далее Шрила that Прабхупада when объясняет those это same утверждение. people Однако who преданные, are которые considered реально devotees служат самому in terms of Господу Skanda Purana, в соответствии с when they're утверждением actually Сканда Пураны, engaged in непосредственно, offering когда direct они service to the занимаются Lord, преданным служением Господу, then то they can be тогда considered таких bhagavats or преданных pure можно devotees. считать In other words, бхагаватами, they're better преданными. situated in servitorship. Иначе The говоря, others who они are занимают более involved in the твердое, more утвержденное положение в ritualistic, преданном служении, ceremonial, нежели and fruitive те, кто следует types of кармической activities, but деятельности offering или them to the ритуалистической Lord. деятельности и предлагают плоды That's этой servitorship, but деятельности on a Господу. lower Да, это level. тоже служение, но гораздо And более Prabhupada goes on that низкого such people who are разряда. engaged in И these Прабхупада fruitive говорит, что те activities, люди, которые занимаются varnashram, кармической they're not деятельностью, really pure выполнением предписанных обязанностей devotees. в системе They're kind of варнашрамы, mixed devotees, нельзя something along считать those таких lines. преданных, But таких людей чистыми but преданными. because they're offering the Но result поскольку они to the Lord, отдают плоды therefore, okay, своего труда they Господу, can be considered devotees, таких and then they людей fall under можно this причислить heading of servitorship преданным. as an anga Деятельность их of подходит под категорию devotional service. служения, But then Prabhupada again goes on, he keeps подходит going под a little категорию bit back ангел and преданного forth служения. between Затем these Шрила two Прабхупада categories of people with their продолжает two different perspectives. описывать две категории But таких людей, when a рассматривая с person разных has точек given зрения. up Как только whatever человек desires they отказывается had for от fruitive желаний, activities, and которые they're just движили serving the им, Lord out of love, then they're pure и devotees. начинает That is, again, служить it's a better level Господу, of servitorship. однозначно такой человек And then back становится again, преданным Господу и conditioned вновь souls. подходит под категорию They want to lord it over material nature. этой анги And so служения. varnashram, etc., those things are there. И So they те, can кто enjoy in this world, but become elevated. практикует деятельность в рамках варнашрамы, да, они могут наслаждаться в And этом мире then, и so then they продвинуться become в engaged преданном in служении со временем. varnashram, etc. Те, And кто particularly, действует в рамках варнашрамы и when a так далее, person is engaged и in особенно, varnashram, когда человек there are действует many в рамках things варнашрамы, which are безусловно, actually множество devotional service to the Lord. факторов, So сочетаясь, those devotees who преобразовываются are в householders деятельность ради accept удовлетворения Vedic Господа, ritualistic подходит под performances категорию преданного as служения. well as the prescribed duties of devotional service, because both are meant for Все satisfying Krishna. обусловленные Yeah, you know, different things like, I mean, it can certainly души, be действующие argued, в рамках системы like варнашами, выполняя the обязанности, samskar. предписываемые в рамках этой системы, Every now and then которая we стремится, дают обусловленной душе, которая стремится к чувственным удовольствиям, возможность наслаждаться в материальном мире и в то же время постепенно обретать понимание своей духовной And природы. of course, it's prasadam, Конечно же, it's mahaprasadam, and когда the пища family of предлагается Богу, devotees, она становится просадом, маха-просадом, I'd say in и every case, когда actually. члены But семьи in principle, or at least the вкушают background of that sort of маха-просад, activity, it's a bit more on the material ощущается. side. Но, тем не Now, all менее, these samskars, когда first во главе угла haircutting, стоит исполнение самскар, это более-менее it's kind of материалистичная the деятельность, к name примеру, giving, как all these things.
they're sort of a little, стрижка at волос. least there's potential for them to be quite mixed. Sуществует And indeed, they are некая done вероятность in для just таких людей purely следовать materialistic ways и преданному служению, by и people исполнению who are обязанностей в not рамках actually Варнашрама devotees, смешанным образом. people При этом coming такие in the люди Vedic tradition. They do могут these являться things. не совсем преданными. И So люди, которые devotees who are следуют householders, традиции they Варнашрама do some Дхармы, of these things as well as особенно purely Krishna conscious с activity. индийским бэкграундом, Yeah. могут не быть чистыми And преданными. therefore, Prabhupada concludes the И paragraph, Шрила Прабхупада as we've previously завершает discussed, параграф any activity aimed at следующим satisfying the Supreme Lord, предложением. it's Как considered уже devotional говорилось, любая service. деятельность, целью It's которой okay. является Yeah. удовлетворение Верховной Личности Бога, So then we считается go преданным on. служением. Здесь Ага. все понятно. Yeah. So again, it's the same point in the next В paragraph. следующем It's параграфе, basically the same point. по сути, раскрывается That та же мысль. There may be what sort of like a progression. Речь идет Someone о прогрессе, who they're not really engaged nicely in devotional речь service, but идет they're kind о of ready людях, for it. которые еще не And they've совершили been through these некий other прогресс в things, преданном служении, но готовы material activities, стать на offering путь them преданного to the Lord. служения, при And этом now они someone's really занимаются какой-то кармической a bit деятельностью, more и ready for предложением serious devotional результата своей service. кармической деятельности So Господу such в качестве people who are подношения, при этом neophytes, готовы встать на they've путь преданного developed a служения, little люди, love которые of являются God, неофитами, and they're not interested in готовы activities of sense gratification in proportion to their devotion. That's an interesting point in and до of некоторой itself. степени развивать любовь к Богу. Well У worthy них of пропадает note интерес к деятельности, that, направленной на потворство чувствам. Но generally даже если speaking, in человек все principle, еще привлекает when one деятельность is ради trying to чувственных practice наслаждений, Krishna он должен consciousness, отдавать ее плоды then Кришне. one's loss of interest in sense gratification, По мере one's just becoming прогресса человека в disenchanted сознании Кришны, and losing the desire уменьшение, to be bothered with потеря какого-либо activities of интереса sense к чувственным gratification. наслаждениям и This потворствовать happens чувствам, in proportion to the development of their devotion, not обратно the other way round. пропорционально Not the other way росту round. и развитию преданности в сердце человека, As they develop their который встает на этот detachment, путь then преданного as a result, служения their devotion по мере develops. развития отрешенности. And as Prabhupada says, well, there's still some attraction, but not so Безусловно, much. влечение остается, но уже There's still some не attraction for sense такое, gratifying как было activities, раньше. and that should be offered to the Lord. Также And this is считается also служением Господу, где Кришна engagement in the выступает в роли service of the господина, Lord, человек, with занимающийся the такой Lord as the деятельностью, master в and the роли worker as the его servant. слуги. Then devotees, Затем, as we mentioned, преданные, как мы well, as in упоминали fact I must say, ранее, Srila я Rupa Goswami должен mentioned сказать in Bhakti Rasamrita Sindhu, there's the second level, you could о say, том, что в Бхакти-шастри of говорится servitorship, which is в serving преданном in the служении, mood of a personal attendant. And that's definitely deeper. в втором виде преданного служения, And the very last little служения paragraph there личного присутствия. referring to И that, is discussing that. в следующем Serving in the параграфе mood of a говорится об этом. And in fact, what Prabhupada is И на paraphrasing самом there деле Шрила is a Прабхупада very famous перефразирует verse очень from Naradiya известный Purana, стих из and it Нарадия appears here and Пураны, there, который появляется like время in от времени Prabhupada's purports and so on. в комментариях Ihayasya Шрилы Hare Прабхупады. Dasye Karmana Manasagira Nikhilas Vapyavastasu Jivan Mukta Sa Uchyate.
I wonder, have you heard that verse before? Слышали раньше такой Anyway, стих? it is a well-known verse. Это хорошо And the translation, известный стих. well, let me just read the translation as it appears Прочитаем in перевод Chaitanya стиха, Charitamrita, который появляется на страницах Чайтаньи Чаритамриты, Мадья-лилы, 11 главы, 89. A person acting in the service of Krishna with body, mind, intelligence, and words is a liberated person, even within Человек, the который material служит world. Господу умом, речью Although и he телом, may be является engaged освобожденной in many личностью, so-called material несмотря на тот факт, activities. что внешне может казаться, что So он this вовлечен illustrates how a в devotee материалистичные виды деятельности. Kainkarian Является state, иллюстрацией, на самом деле, serving in того, the mood как преданный of more like a personal attendant, служит rather than at a в distance качестве and just offering something. личного слуги So Бога, how such a devotee is нежели constantly слуги, которые engaged находятся на дистанции. in serving with every way possible. Mind, Такому body, настроению words, служению not присущи just все doing some duties возможные and offering the result. Right. способы So now, служения, for those of you who are задействующие doing the тело, ум и речь. Bhakti-шастри, Есть. here's a special Для тех, кто question. учится на Бхакти-шастрах, внимание, вопрос. So yeah, please note this. Пожалуйста, First отметьте of это. all, Srimad Bhagavatam 1.2.16 is Шримад quoted. Бхагаватам 1.2.16. 1.2.16. 1.2.16. Make a note of that. Запишите, пожалуйста. And this is just the translation. O twice-born Прочтем sages, перевод. by serving those devotees who are completely freed from all vice, great service is done. By such service, one gains Дважды рожденные affinity мудрецы, служить преданным, полностью свободным от всех пороков, великое благо. Благодаря этому служению человек обретает склонность слушать послание Васудевы. Я думаю, такой вопрос будет задан. Что обретаешь в результате служения преданным, полностью свободным от всех пороков? Что обретаешь? Обретаешь склонность к слушанию послания Васудева. Кришны. Не Васудева. Васудева. Кришны. Двигаемся дальше. 48 анге. Преданное служение в дружеских отношениях. Давайте скажем здесь о том, что в самом тексте озвучивается интересный момент, который нам хотелось бы озвучить и более развернуто донести до вас. Существует два аспекта, существует два вида друзей, существует, или даже можно сказать, два вида дружбы с Кришной. В первом параграфе говорится об этом. Первый вид дружеских отношений заключается в том, что преданный выступает в роли доверенного слуги Господа. Более буквально, этот вид дружеских отношений будет раскрыт в процессе чтения последующих параграфов. Первый вид дружеских отношений называется вишвас. Вишвас, друг Господа, не просто его доверенный слуга, но тот, кто полностью уверен в Господе, зная, что он является его лучшим доброжелателем, тот, кто всегда позаботится. А второй вид дружеских отношений называется нектар. Нектар преданности говорит о том, что ко второму виду дружеских отношений
относится такой преданный, который играет роль его доброжелателя. Похоже, что редактор здесь вновь своевольничает, и правильнее будет сказать о том, что на самом деле, да, это тип друга, вид друга, который находится на равном положении с Господом. Да, или доброжелатель еще применяется такой термин. Доброжелатель — тот, кто занимает высокое положение по отношению к тебе. Митра — это дружеские отношения, подразумевают равенство и возможное некое превосходство в положении. So, right, then let's go into the subject matter here. Погружаемся дальше в нашу сегодняшнюю тему. And Prabhupada makes very nice point. Далее Шрила Прабхупада озвучивает очень интересную мысль в конце первого параграфа. In Bhagavad Gita, в Бхагавад-гите говорится, что своим самым дорогим слугой Господь считает проповедника. Для Кришны нет в этом мире никого дороже тех, кто несет людям сокровенные послания Гиты. You know, Srila Prabhupada said, I hope this won't be controversial, but Prabhupada said that anyone who dedicates themselves предыдущем высказывании Шрилы Прабхупады, но Шрила Прабхупада сказал, что тот, кто посвящает свою жизнь проповеди сознания Кришны в мусульманских странах, то будет достоин того, чтобы сам Шрила Прабхупада взял пыль с его устных стоп и положил себе на голову. В последующем параграфе подробным образом рассматривается Вишвас, тот самый друг, который уверен в Господе, уверен в том, что он является его лучшим другом, его лучшим доброжелателем, тем, кто позаботится о нем, что бы ни случилось. И в Махабхарате Драупади говорит: «Дорогой Говинда, ты обещал, что твои преданные никто не сможет одолеть». Я верю в это. И потому, какие бы с нами ни случались беды, просто помню о твоем обещании. И только этим и живу. Можно, исходя из этого высказывания, утверждать, что она является доверенным слугой Господа. На самом деле не такой термин присваивается ей в наших книгах. Шрила Прабхупада объясняет предысторию, связанную с Драупади. Я думаю, всем вам эта предыстория известна. Каким образом 5 пандавов сослали, пренебрежительно, унизительно относились к ним. И Шрила Прабхупада говорит, что эти испытания были настолько суровыми, что даже Бхишма-дева, который всю жизнь оставался брамачари и к тому же был великим воином, порой не мог удержаться от слез при мысли о них. Но Драупади не впадала в отчаяние, ее никогда это не сбивало с толку, потому что она всегда была уверена в том, что Кришна позаботится о нас, Кришна наш друг. Может быть, вы знаете эту историю, как во время Раджасуя-яги Кришна убил Шишупалу при помощи Сударшана чакры.
очень быстрым движением он достал сударшана чакру, никто не мог даже заметить, как он поднял руку, достал сударшана чакру, и она моментально слетела с его пальца, и таков был конец Шишупалы. Он на самом деле настолько быстро сделал это, что сударшана чакра, являясь очень острым оружием, порезала, поранила палец Кришны. Таким образом, что кровь, палец Кришны начал источать кровь. И Драупади, увидев это, оторвала часть ткани от своего сари и замотала Кришне палец. Конечно, это была несерьезная рана, тем не менее, таким образом Драупади предложила некое служение Господу, оторвав часть ткани от своего сари. Кришна поблагодарил ее и сказал, что однажды, когда тебе понадобится помощь, не волнуйся, я помогу тебе. В тот момент, когда Драупади пытались раздеть на глазах у всех собравшихся кшатриев, Душасана тянул сари, и в этот момент Кришна явился в качестве бесконечного сари, в качестве ответа на ее служение по причине того, что она была полностью уверена в том, что Кришна защитит ее. Она предложила Кришне всего лишь кусочек ткани от своего сари, но Кришна пришел в количестве десятков метров бесконечного сари, который пытался стянуть Душасана. Let's see. Just an interesting point, which is brought up Интересный by Rupa Goswami, момент but is обсуждает not Шрила Рупа Госвами, mentioned, not really pointed out here, you might say. который на самом деле упоминается Different friends здесь. Это have different, описание различных in their friendship, друзей there are different Кришны. degrees Есть of faith. отличия в степени веры, присущей тем или иным друзьям Кришны. Рупа Госвами говорит, что существует сначала уровень Шрадхи, начальный веры, затем Вишвас, уже белая вера. Да, то есть все рассматривается сейчас в разрезе понимания уверенности в том, что Кришна позаботится о своем преданном. Шрадха — это начальная вера, требуемая для того, чтобы начать преданное служение, но вера, которой обладала Драупади, гораздо более зрелая вера. Вера, о которой говорится в третьем параграфе, это тоже зрелая вера в дружеской бхаве. О царь, того, кто ни на мгновение не прекращает служение лотосным стопам Верховной Личности Бога, служение, к которому стремятся даже такие полувеликие полубоги, как Индра, и твердо уверен, что нет и не может быть ничего более желанного и достойного поклонения, чем лотосные стопы Господа. Такого человека считают преданным самого высокого уровня. Другими словами, уверенность, вера у такого друга Кришны гораздо более зрелая. Далее ведется речь о начальном уровне
веры. Говорится о том, что преданный неофит, хотя бы немного развивший в себе любовь к Богу, безусловно, является перспективным кандидатом на то, чтобы заниматься преданным служением. Когда же он утверждается в преданном служении, обретенная им стойкость становится сокровенной частью его служения. And very profound part of his devotional service. Then, now, in the last paragraph, this is В последнем параграфе приводится пример второго вида дружеских отношений. We read is something like at least an equal. Как мы уже говорили об этом ранее, есть в таком виде дружеских отношений равенство и некая степень дистанции. Да, здесь уже действует правило рагануги. Бывает, что чистый преданный, говорит Шрила Прабхупада, ложится в храме Господа, чтобы служить ему как близкий друг. Такое выражение дружеских чувств преданного может считаться раганугой, спонтанным проявлением бхакти, хотя правила строго запрещают лежать в храме Верховной Личности Бога. Такое проявление спонтанной любви к Богу можно отнести к категории преданного служения в дружеских отношениях. Такое проявление спонтанной любви к Богу можно отнести к категории преданного служения в дружеских отношениях. Но не как в случае с Драупади, которая была в зависимом положении от Кришны. При этом она была полностью убеждена в том, что Кришна защитит ее, тем не менее она находилась в зависимом положении от милости Кришны. И здесь же говорится о другом виде дружеских отношений, где возможно равенство. Следующая анга – безраздельное вручение себя Господу. Anyway, at the bottom of the first paragraph, Prabhupada says, Шрила Прабхупада говорит в первом параграфе, Бхагавад-гите утверждается, что как только человек предается лотосным стопам Кришны, Кришна берет на себя заботу о нем и гарантирует ему защиту от всех последствий его грехов. Мы все знаем этот стих. Кроме того, он наставляет такого человека изнутри, помогая ему быстро достичь духовного совершенства. Во втором параграфе говорится о том, что существует три вида предания, которые упоминаются в различных стихах, которые цитируются здесь же. Может быть, не совсем понятным образом, но, тем не менее, Рупа Госвами объясняет таким образом. Вручение себя Всевышнему называется атманиведана. Итак, вручение себя можно определять по-разному. Подход понимания должен быть такой в соответствии с тем, как мы определяем себя, вручение себя в соответствии с этим определением тоже может определяться по-разному. Надеюсь, вы понимаете. Шрила Прабхупада считается, что иногда это слово относится к духовному «я», то есть душе, а иногда к уму и телу.
Смысл в том, что атма, неведана означает предание, атма, если под атмой мы понимаем тело, то тогда атма неведана означает предание полностью на уровне тела. Если под атмой мы понимаем ум, то тогда атма неведана значит полное предание на уровне ума. А если под атмой мы понимаем духовное я, то тогда атма неведана означает полное предание себя, всего своего естества. Приводится замечательная песня Бхактивинода Такура «Манаса Деха Геха». Manasa, my mind. Мой ум, манаса, деха, мое тело, геха, мои семейные дела, йокичумо, все, чем я владею, мой дорогой Господь, я отдаю Тебе, посвящаю служению Тебе, Твоим лотосным стопам. Теперь ты можешь делать с этим все, что пожелаешь. Ты верховный владыка всего сущего. В третьем параграфе приводится молитва ему на Господу, в которых он выражает пример предания душу Господу. Пример вручения себя, и под собой подразумевается душа. Юначарья говорит: «Мой дорогой Господь, я могу находиться в теле человека, то есть я, значит, душа, или в теле полубога, но для меня это не имеет значения, ибо любое тело всего лишь порождение трех гун материальной природы, а я, владелец этих тел, вручаю себя тебе». В следующем параграфе Хари Бхакти-вивеке говорится о атма неведанном, как о предании на уровне тела. О мой Господь, проданному животному не надо заботиться о своих нуждах, так и я, вручив тебе свое тело и душу, больше не беспокоюсь о поддержании своего существования. Можем попытаться с благодарностью отнестись к примеру, который приводится. В последнем параграфе озвучивается важный преданное служение в дружеских отношениях и преданное служение с полным вручением себя Господу — это два сложных метода. Поэтому такие взаимоотношения с Господом встречаются крайне редко. Только возвышенные преданные легко могут применять эти два метода. Для нас важная информация заключается в том, что крайне редко встречается такое явление. Таким образом, вручение себя Господу в сочетании с искренним экстатическим служением Ему встречается очень редко. Это предполагает, что человек полностью отдает себя на волю Господа. Следующий анга — принесение в жертву любимых вещей. Цитируется на 41 текст 11 главы 11 песни Бхагаватам, в котором Господь Кришна говорит и речь идет о предложении своих любимых вещей в жертву Господу. И существует, опять же, два вида подобной анги, да, в соответствии с Рупой Госвами. Первый вид этой анги — это предложение своих любимых вещей. И второй вид этой анги — предложение Господу Его любимых вещей. Есть небольшая
разница. 51, performing all endeavors for Krishna. И 51-я анга So the называется point here «Посвящение всех своих усилий is that, Кришне». well, it's a nice point in that it basically means anyone Очень can хорошая do мысль this. озвучивается здесь и Anyone говорится can о том, что practice this практически anga or любой follow this может rule of практиковать devotional эту ангу, service. может следовать этому принципу преданного служения. Prabhupada says Шрила that Прабхупада at говорит о the том, end, for example, говорит в a самом devotee who has a конце, great establishment or о том, что, factory например, преданный, may offer владеющий the fruits крупным of such a учреждением или material фабрикой, может possession часть for the service of the Lord, дохода, который Yeah. приносит эта материальная собственность, Or жертвовать на Arjuna, he служение fought for the Lord. Господу. К примеру, That Арджуна was a сражался particular за sphere Господа. of his Да, life, сражение — это and непосредственно so he его performed that activity for сфера, the Lord. его Or someone область else, применения своих навыков и someone талантов. who's a doctor can Да, к cure примеру, the кто-то может devotees быть of the Lord. доктором и может And so they're acting лечить, in that исцелять sphere of преданных their life Господа, да, потому for the что это область satisfaction of the применения Lord. его навыков. и So талантов. as much as Таким образом, он possible, посвящает свои усилия Кришне полностью. as much as possible, we should И perform the насколько это prescribed возможно, duties of devotional мы service, должны стараться as исполнять mentioned in предписания. Shastra, and as much as possible, offer our own duties in our practical lives to Деятельность, Krishna. предписанную шастрами, также Oh, той, and we которая have необходима для a поддержания special question here существования. also. Look at this. Внимание, вопрос учащимся So, на Бхакти-шастрах. There's a verse, Bhagavad Gita, chapter 2, verse 40, which says, Бхагавад-гита in this endeavor there's 2:40. no loss or diminution, and a little advancement on this path can protect one from the most dangerous Тот, type кто of встал на fear. этот путь, ничего не теряет, и ни одно его усилие So не what пропадает verse даром, is this? даже Anyway, you незначительное better продвижение memorize по it, этому devotees. пути. It's Оградить chapter человека, 2, verse отвечающий 40. опасности, преданный, надо знать этот текст наизусть. Бхагавад-гита 2.40. О Yeah. чем же, собственно, Nayabhikamamasya говорится в этом стихе? Svapamapyasya dharmasya trayate mahatobayat. Being a surrendered soul, so Тот, кто встал на этот путь, тот, you кто might предался. it might Вы sound like this можете is a repeat подумать, of что what we здесь just read. просто в очередной Just раз a повторяется couple то, of что minutes мы ago, только что surrendering прочитали everything несколько to the минут Lord, назад. Atma Nivedanam, Да, and now we перекликается с have атма-неведанным, полным being a видением себя. surrendered soul. И вот вновь идет речь о The thing вручившей is, but there's a subtle в difference. руки You can maybe Господа make a себя note of душе. this. It's an Да? interesting point. Пожалуйста, отметьте себе Because, you know, этот интересный oftentimes, момент, потому что well, there are a частенько number of repetitions встречаются amongst all these angas and повторения rules. There's a различных number. анг, In a правил. day or two, we will note Через день или два those мы будем repetitions. выписывать эти Some самые of them are simply повторяющиеся моменты. repetitions. Некоторые действительно являются просто Others повторами. are kind of repetitions, but with subtle Другие же differences. кажутся лишь повторами, но на And самом this is деле the case here. объясняют Atma некоторые Nivedana тонкости. means Здесь surrendering, идет речь о your body, your том, mind, что your атма soul. неведанном — это But now уровень here, the предания Sanskrit term на уровне is тела, sharanapati. ума и души. Но Sharanapati, здесь which дальше идет means речь о предании, которое называется considering шаранапати. oneself to Это be означает completely subservient считать to себя and protected полностью by the Lord. находящимся под защитой In other Господа, words, Atma Nivedana принявший means it's more or less like его self-dedication. прибежище, You тот, dedicate кто yourself to the полностью Lord. подчиняется его указаниям, тот, кто полностью посвятил свою жизнь Господу, Of subservience or что dependence невозможно
без тотального подчинения, пребывания в зависимом положении. Пример не приводится здесь, но позвольте озвучить. К примеру, тот, кто практикует атма, неведанно, кто полностью предался на уровне тела, ума и души, это Бали Махарадж. Несмотря на тот факт, что он не проявлял умонастроение подчиняющегося слуги, находящегося в зависимости от милости Господа, его умонастроение отличалось. Несколько примеров приводится. Бхакти велась о вручении себя Господу, говорится так: «О Господь, человек, предавшийся Тебе, твердо убежденный в том, что он принадлежит Тебе, и реально посвящающий Тебе свое тело, ум и речь, поистине может наслаждаться трансцендентным блаженством». А он не просто посвящает свое тело, но он полностью убежден в том, что он является собственностью Кришны. Это более глубокий уровень посвящения всего своего естества. В Нарисимха Пуране Господь Нарисимхадев говорит: «Всякого, кто возносит мне молитвы и ищет моего покровительства, я беру под свою опеку и всегда защищаю от любых бед». Обычно опека используется в основном в каких случаях? При усыновлении детей. Да? То есть опека означает, что есть некий старший, который печется об интересах младшего, да, полностью, то есть берет на себя ответственность за жизнь ребенка, да, к примеру, если усыновленного ребенка. Внимание, вопрос тем, кто учится на Бхакти-шастрах. Пожалуйста, записываем. Читание Чаритамрита, глава 3, 137 антилилы. 3:137 комментариев. Поскольку Кришна хочет, чтобы все предались его лотосным стопам, if they begin chanting the Hare Krishna mantra and rendering service unto the Tulsi те, кто plant, еще занимаются лишь только какой-то деятельностью, могут стать на путь предания Кришне и начать поклоняться Туласи. И таким образом развить желание предаться лотосным стопам Кришны, исполняя надлежащие обязанности. Тем не менее, если человеку не под силу выполнять озвученные обязанности, он может все же пойти по стопам приближенного спутника Господа Чайтани, Харидаса Такура. И что это за путь? Это путь повторения Хари Кришна Махамантры. Таким образом достигается успех в сознании Кришны. Записывайте, преданные. 53-й анга. Поклонение таким деревьям, как Туласи. Right in the beginning, in the first 10, I don't know if you remember, but в самом number 10 начале was about мы помним, что под 10-м номером проходило такое правило, как поклонение деревьям, священным деревьям, баньяновым деревьям, Туласи. Здесь же непосредственно идет речь о поклонении. Поклоняясь.
Клонение Тулси рассматривается с разных точек зрения. Можно кланяться Тулси, можно созерцать Тулси, можно прикасаться к Тулси, можно поливать Тулси, можно сеять семена, можно выращивать Тулси, применять листья Тулси в служении Кришне, и таким образом можно развить Кришна. Высказывание из первого параграфа. А во втором параграфе озвучивается замечательный стих из Сканда Пураны. Тулси почитает каждый вайшнав. Тулси благотворна во всех отношениях. Просто смотреть на нее, дотрагиваясь до нее, вспоминая о ней, молясь ей, кланяясь ей, слушая о ней, выращивая ее, все это приносит человеку благо. Каждый, кто таким образом соприкасается с деревом Тулси, вечно живет в мире Вайкунтхи. Вот что можно было бы упомянуть в связи с Тулси. Очень тонкий, важный момент является в том, что Тулси является непосредственной спутницей Кришны с Галоки Вриндавана. Она является настолько возвышенной, настолько необычной, настолько трансцендентной личностью, что она может расширять себя в обширное число, в обширное количество форм по всему духовному миру и даже в рамках материального мира. И через несколько минут вы увидите, что она находится здесь, на алтаре. И эта Тулси, та же самая Тулси, которая пребывает на Галоке Вриндаван. Она не является экспансией, она не является инкарнацией, она является непосредственной той же самой Тулси Даси, той же самой личностью, живой, существующей в соответствии с нашим пониманием. Конечно, наши божества, Шиши Радхаранат, они тоже живые. Они живые, они не просто статуи. Верховные личности присутствуют лично. Шримати Радхарани присутствует лично. Господь Чайтанья присутствует лично. Говардан присутствует лично. Они все живые, но не в соответствии с нашим пониманием, что такое, да, живое в рамках этого материального мира, как мы можем себя воспринимать. В случае с Тулси Кришна был здесь 5000 лет назад. Тулси с тех пор находится здесь и повсеместно пребывает на планете. Поэтому Тулси считается очень особенной личностью. Является живым, поныне здравствующим спутником Господа, для нас понятным образом, доступным для нашего понимания, живым и ныне здравствующим спутником Господа. Хари Кришна, дорогие преданные. Джай, его святейшество Шрила Бхакти-шастри с вами Махараджа Ки Джай. Всем Хари Кришна, спасибо за внимание.